Сегодня удивительная история о том, как был построен колосс Родосский, и о том, что его скульптор, который построил вот это вот одно из семи чудес света, был полностью разорен, окружен кредиторами и вынужден был свести счеты с жизнью. И о том, что эта статуя была построена на деньги от продажи осадных орудий, которыми Родос защищался от врагов целый год, и враги ушли, они бросили свои осадные орудия, и родосцы продали эти орудия, и на эти деньги пришли к этому скульптору и обманули его. Такие античные интриги, и ничего не меняется в этом мире. Ничего совершенно. Просто вот так все происходит. И вот, колосс Родосский — это гигантская статуя древнегреческого бога солнца Гелиоса, по их мифологии, и которая стояла в портовом городе Родосе, расположенном на одноименном острове в Эгейском море, в Греции. И это одно из семи чудес света. Великолепное сооружение, скульптура невероятная, о которой столько легенд. И вот у нее такая непростая драматическая история. И простояла она чуть больше полвека, пока не была разрушена землетрясением. Вот, если идти в историю. После того, как распалась держава Александра Македонского, на Родосе закрепился Птолемей. Это один из его генералов и приближенный человек. После его утверждения в Египте он заключил с Родосом союз, который контролировал торговлю на Восточном Средиземноморье. А в 305 году до нашей эры Дмитрий Македонский высадился на Родосе с 40-тысячным войском. И он продержал в осаде этот город целый год. Несмотря на сооружение множества современных осадных орудий, Александр очень круто прошелся по миру, очень круто собрал технологии. И его генералы понимали в этом толк. И вот эти осадные орудия, они использовались. Они использовались против этого города, но ничего не могли сделать. Они стояли целый год, и им пришлось уйти. И вот примерно 294-282 год до нашей эры, в честь героически выдержанной родосцами осады, жители города решили возвести статую. Но, естественно, не возводили статую в своей картине мира, они создавали статую Гелиосу. И для того, чтобы это сделать, они пошли к скульптору. И в их картине мира, в их мифологии, Гелиос был не просто особо почитаемым божеством на острове. По легенде, он был самим его создателем. Не имея места ему посвященного, этот солнечный бог вынес острова на своих руках из морской глубины. То есть он создал их мир, и они хотели отблагодарить его. Они собрали вот это вот вооружение, инженерно-технические сооружения, продали их и решили построить эту статую. И родосцы заказали статую скульптору Харосу. Харос — это ученик Лисиппа. И они говорят: нам нужна статуя в 10 раз больше человеческого роста. Ну, то есть примерно около 18 метров длиной. 17-18 метров длиной. Это отличное сооружение. Это гигантская штука. Это будет далеко видно. И Харос согласился. Окей. Он получил на эту инвестицию, они отдали ему деньги, он начал работу, но потом жители города, хитроумные, приходят и требуют увеличить статую в 2 раза. То есть до 36 метров. Ну, там 32-36 разные источники. И Харас уже дал слово. Он сказал: я вам построю эту штуку. Он взял деньги, он начал эту работу. Внесли изменения в 2 раза. Увеличь. 7-е чудо света. Строишь? Давай. В 2 раза сделай больше. Нет, Харас, окей, нет проблемы. Я вписался в эту историю, я буду это делать. Как я это узнаю? Как я это узнаю? Со своей картиной мира тоже. И вот высота увеличивается с 18 до 36 метров. И добавляют, жители города, они добавляют к заплаченной сумме еще столько же. Ровно столько же, сколько и было заплачено.
Но этой суммы не хватает, потому что при увеличении высоты вдвое, объем материала увеличивается в 8 раз. А Харрис, он уже повязан словом, повязан началом работы, и, видимо, ему диктуют условия. Он просто поставлен в такую ситуацию. Что он начинает делать? Он не отказывается от работы. Он начинает занимать деньги. Он одалживает совершенно колоссальные, совершенно безумные суммы у близких, родственников, друзей. И на эти деньги он продолжает свою работу. Он не останавливается. Этот человек заряжен на то, чтобы сделать одно из 7 чудес света. Великие люди, как я обожаю рассказы про них. Ну и, в общем, чтобы понимать, что сделал Харрис, можно немножко поговорить про его учителя Лисипа, так как, ну, есть вполне себе возможность логического допущения, что то, как работал Харрис, это продолжение того, как работал Лисип. Ну, в общем, вот. Так как мы не знаем, как выглядел Колосс Родосский, то мы можем ориентироваться на то, что делал Лисип, и экстраполировать это на то, что мог сделать Харрис. Вот. И Лисип — это греческий скульптор. Это один из величайших скульпторов классической греческой скульптуры. И завершает эпоху поздней классики, IV век до нашей эры. Начинал как литейщик, и среди современного ему искусства работы Лисипа выделялись натурализмом. Особенно при передаче волос и глаз и так немного удлиненными пропорциями. И комментаторы отвечают их изящество и элегантность, симметрию и баланс созданных им фигур, которые были компактнее, чем идеал, представленный Поликтеном, и с пропорционально меньшими головами, придавая фигурам впечатление большей высоты. И вот это такие моменты, которые у меня, например, просто они дальше переходят в то, что мог сделать Харрис. Я думаю об этом. Его произведения не дошли до нашего времени в оригинале. Сохранились только римские копии работ Лисиппа. То есть он шел в работе в высокий натурализм, в высокую эстетику. Что неудивительно, великий человек. И Плиний приписывал ему около 1500 работ. И была легенда, что, делая какую-то работу, после ее завершения Лисип складывал в свой сундучок по одному драгоценному камню. И вот, ориентируясь, и после его смерти там обнаружили 1500 камней. Вот, ориентируясь на этот факт, посчитали его работы. И также он был любимый художник Александра Македонского, которого изображал просто с мальчишеского возраста. Вот. Великий был человек. Сделал огромный вклад в искусство. И сделал ученика. Ученика, который сделал одно из 7 чудес света. И вот Харрис, он принялся за работу. И над заказом родосцев он трудился 20 лет. 20 лет. 20 лет для того, чтобы сделать чудо света. Вот это невероятное вкладывание. Какие титанические, какие чудовищного уровня люди были тогда, которые может потратить 20 лет и создать такое беспрецедентное. Я восхищаюсь, и это заряжает меня и вдохновляет. Как я это люблю. Вот. И созданная им статуя представляла собой стройного бога-юношу с лучистым венцом на голове. Он стоял на белом мраморном постаменте, слегка отклонившись назад и напряженно всматриваясь вдаль. Статуя могла стоять в порту прямо при входе в гавань Родоса, либо в отдалении от него. Он сделал это. 36 метров. Статуя. Статуя была изготовлена из глины, и в основе ее был каркас из камня и железа, а сверху оно было покрыто бронзовыми листами. Это что-то невероятное. Вот у меня в мозгу сложно укладывается это все. Для большой устойчивости статуи в качестве дополнительной опоры, возможно, использовалось копье или драпировки плаща. Мы не знаем. До нас не дошли изображения, можем только догадываться и, судить по описаниям. И судя по найденным на Родосе рельефным изображениям, голову Гелиоса увенчивал венец из лучей, а его рука была поднята к колбу. Или вот так. Или вот нет, вряд ли так. Да.
Вот. И когда Харрес работал над изображением, над вот этой его скульптурой, он использовал оригинальный прием. С постепенным возвышением скульптуры поднимался и земляной холм вокруг этой скульптуры. Видимо, он использовал его для работы. Ну, что, в принципе, логично. Такой хороший прием, крутой прием, классный прием. Когда ты можешь себе это позволить, да. И с повышением скульптуры поднимался и земляной холм вокруг него. И впоследствии холм был срыт, и сам колосс явил себя миру. Вот. И это позитивная часть этой истории. Чтобы немножко понять негативную ее часть, мы можем посмотреть на то, сколько использовалось материала для этого. И вот по впечатлениям, того, что осталось, вот сейчас вы узнаете. Это 500 талантов бронзы на изготовление грандиозного монумента. Понадобилось 500 талантов бронзы и 300 талантов железа. И это, соответственно, 13 и 7,8 тонн. 13 тонн бронзы и почти 8 тонн железа. Вот он работал с этим, он сделал. Невероятно. И колосс породил своего рода моду на гигантские статуи. На Родосе, по крайней мере. И на Родосе уже во II веке до нашей эры было установлено около 100 колоссальных скульптур. Один человек сделал, другие увидели, что это возможно, и начали делать. Так всегда и бывает. Кто-то один должен быть первым, да. Вот такой масштаб строительства. Что же случилось со скульптором? После строительства, так как он делал это во многом на свои деньги, вы понимаете пропорцию. То есть мы помним сначала, вот тебе один объем денег, сделай нам 18 метров. Вот тебе в 2 раза больше объем денег, 1 плюс 1, сделай нам 36 метров. А сложность увеличивается в 8 раз. То есть он намного больше занял денег, чем ему дали. Такая проблема. И он был полностью разорен и окружен кредиторами. И поэтому он свел счеты с жизнью. Это одна легенда. Другая легенда, когда статую открывали, он увидел на ней трещину. И понял, что, возможно, это не навсегда, то, что он построил. Но мне больше верится именно в вариант с кредиторами и вот с этими проблемами. Вот. И колосс простоял около 50 лет, пока статую не разрушило Родосское землетрясение. Это землетрясение произошло, это 226 или 227 год до нашей эры. И колосс упал, и египетский царь Птолемей III, Птолемеи, они получили Египет и радостно там правили, предложил оплатить восстановление статуи. Однако Дельфийский оракул запретил это делать, чтобы не разгневать бога Гелиоса. Да, не знаю почему. Вот такая логика у них, такая картина мира, такая мифология. Вот так они думали. Но они могли так делать. Вот. И в результате родосцы в страхе перед божеством подчинились прорицанию, и статуя осталась лежать на земле. Как пишет Страбон, в то время статуя лежала на земле, подверженная землетрясениям и переломленная у коленей. И даже тогда колосс вызывал удивление своими размерами. И Плиний-старший упоминает, что лишь немногие могли обхватить обеими руками большой палец статуи. Вы представляете себе, что сделал этот человек, что он сделал? Невероятно. Уму непостижимо. Потрясающе. И обломки колосса находились на месте падения более 8 веков, пока в 653 году арабы под предводительством полководца Муавии I не захватили Родос. Новые хозяева продали обломки древней статуи еврейскому купцу из Эдессы, который, так как рассказывается в хронике Феофана Исповедника, расплавил их на месте и вывез, нагрузив бронзовыми слитками 900 верблюдов. Коммерсы, блин.
И вот насчет возрождения этой статуи, ну, есть много вариантов, есть много слухов, есть много идей, и в том числе и на сегодняшний день. И вот античные авторы, писавшие о Колоссе, Страбон, Плиний Старший, Филон из Византии, не упоминали о точном месторасположении статуи и не описывали подробно ее внешний вид. Как с современником, неважно это было, теперь мы не знаем, блин. И многие изображения, ну, многие версии помещают ее у входа в гавань Родоса, однако более достоверным выглядит ее расположение внутри города или ближе к холмам, поскольку в гавани просто нет места для столь огромной статуи. И это косвенно подтверждает история о искусственном холме вокруг статуи. Ну, вот все, там система вариантов, система по-разному могло быть. Какая трагедия, что мы не знаем это. И есть мнение, что формальное решение Нью-Йоркской статуи свободы, которую построил в 1886 году скульптор Фредерик Бартольди, основано на современных представлениях об облике колосса. Вот туда аукнулось то, что сделал этот скульптор. Вот так. Какая сила. И также была идея о том, что можно реконструировать статую в виде светотехнической инсталляции. И по словам руководителей проекта, кто предлагал эту конструкцию, могла быть бы в несколько раз выше своего оригинала, от 60 до 100 метров. И был бюджет на это 200 миллионов евро, который должен быть выручен у международных спонсоров и также из личных средств. Ну вот неизвестно, это, как я понимаю, еще в стадии там такой идеи, что это может быть. И был еще один проект группы ученых-инженеров, статуи 150 метров по замыслу авторов, которые могут содержать в себе такой культурный развлекательный центр. В общем, вот эта вот идея, которая зародилась в древности, аукнулась досюда и хочет превратиться в торговый центр. Господи, что это? Вот такая драма, вот такая вот история. Вот такие великие люди. Такие 7 чудес света. А меня зовут Эдуард Кичигин, и если вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео. И если вы рисуете, то внизу в описании к видео у меня много видеоуроков, свободных в открытом доступе по рисованию пером и тушью, по рисованию линерами, которые сформированы на моей европейской и русской опытности в проектировании ландшафтных архитектурных объектов и большей частью на итальянской эстетике. Это моя итальянская школа скетчинга и быстрого рисунка. И если вы хотите меня поддержать в этом, в том, что я делаю, и вам нравится мой контент, то welcome на Patreon. Там можно оформить подписку ежемесячную за 5 баксов или на русский сервис, я все время забываю, как он называется. Там варианты подписки за 200 и за 400 рублей. Те, кто подписан туда, те будут получать от меня эксклюзивную информацию. Ту, которую я даю на курсах, например, или при общении с коллегами или с друзьями. Вот то, что я не отправляю в открытый доступ, как здесь у меня на канале на YouTube. А на YouTube-канале у меня уже больше 1000, наверное, обучающих различных видео, большей частью по рисунку. В общем, вот огромная история, которая касается обучения как благотворительность, и вот есть коммерческая история. В общем, если вам нравится эта моя тема, то welcome меня поддержать, будет приятно. В общем, вот меня зовут Эдуард Кичигин. Всем чао-чао, пока. Вот такие люди были тогда. Вот как меня заряжает это все. Вот такие были люди. Такие. И такой след оставляли. Это гениально.